Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Нас зовут Виталий и Лада. Мы живем в Германии и ведем блог о себе, о своей жизни. Наш блог – это не просто съемка разных мест, это сериал с продолжением. Поэтому сегодня мы вам предлагаем посмотреть продолжение одной из наших серий про мошенников. Несколько месяцев назад мы вам рассказывали, что в Германии почти сразу же, как мы приехали, нам пришло письмо якобы от начальника полиции Ульма, который нас уличал в том, что мы нарушаем какие-то немецкие законы. С этого все началось. Мы, конечно же, раскусили, это письмо было не настоящее, и мы на него не реагировали целых 2 года. И вот 2 года спустя мы выпустили подробное видео, где мы рассказали про все угрозы, поступавшие нам. Если кто-то не смотрел это видео, вы можете просто перейти вот по этой ссылке и по ссылке в описании и посмотреть подробно, что мы там рассказывали, какие именно угрозы были, какие именно письма. Все детали, все письма, из-за которых нам даже заблокировали это видео. И нам пришлось эти все улики выставлять в Telegram. Посмотрите, это интересно. А здесь мы не будем отвлекаться, мы вкратце расскажем, что мы предполагаем, что есть такой человек, который живет в нашем городе, там, где и мы, которому мы не понравились почему-то, и он решил нас запугать, при этом пробовал вымогать деньги через запугивание, вот так вот. И еще мы почти тогда же обнаружили один YouTube-канал, который якобы делал обзоры о нас, но на самом деле распространял клевету. Клевету и всякие сказки, байки, причем пытаясь нас показать в каком-то негативном свете. Пока они не стали выставлять наши личные данные, паспортные данные, мы тогда занялись поиском и идентифицировали, что человек, который писал нам письма, это тот же человек, который активно на этом канале публиковал в комментариях информацию про нас, потом писал нам еще письма на e-mail под разными именами. Мы это идентифицировали благодаря тому, что он не заморачивался над текстом. Он писал практически идентичные тексты везде, упоминал одних и тех же людей. В общем, мы решили положить этому конец, и пару месяцев назад мы подали заявление в полицию, и вот теперь есть продолжение, есть уже некий результат, друзья. Недавно мы зашли в интернет и захотели посмотреть, как же там женщина, которая все время снимает у нас видео и рассказывает всякие сказки, байки и клевету. И вот, на наше удивление, мы не обнаружили больше этого канала, друзья. Его нету, канал закрыт. Это первая наша победа. То есть нам тогда еще написал главный инспектор Ульма, киберполиции, что они делают запрос в Google. Они обязательно его сделают, он просто и не знал. постараются закрыть канал. И, скорее всего, это возымело свое действие, друзья. Канала действительно больше нет. Остался не раскрыт еще тот человек, который с каналом связан, я так думаю, посредственно. Он просто как использовал этот канал как площадку, где его поддерживали информационно. А на самом деле он живет как бы в нашем городе. И пока полиция нам ничего о нем не сообщает. Но есть тайна следствия, то есть они не обязаны нам говорить, и вообще они не должны нам говорить. Поэтому мы видим только результаты. Но мы сами ищем, копаем, узнаем. И вы знаете, наш город не такой-то большой, особенно русскоязычного населения в нем не так уж много. И вот нам люди рассказали, что подозревают одного человека, который был уже замечен в подобной травле украинцев. То есть он целенаправленно одно время шантажировал украинку таким же образом, как и нас. Писал ей письма с угрозами, выдавал себя за чиновников и требовал денег. Да. Конечная цель – деньги. То есть это вымогатель. И на этого человека тогда нашли управу, на него подали тоже заявление в полицию, и полиция ему запретила подходить близко к этой женщине и наложила штраф какой-то даже. И эта женщина утверждает, что, скорее всего, тот человек, который травит нас, пытается нас травить, это тот же человек, потому что поведение одинаковое, и таким может заниматься только какой-то немножко фанатично настроенный против украинцев. Очень похоже на какой-то маниакальный синдром.
То есть просто так вот привязаться к людям, не знаю, есть у него деньги, нет денег. То есть это просто из-за личной неприязни. Мне кажется, это больше, наверное, из-за национальной неприязни. И потом еще мы своим образом жизни, многим, конечно, мусолим глаза. И нам дали даже его фотографию, его имя, фамилию и адрес. Мы можем идти к нему и его арестовывать. Но поскольку у нас у самих, во-первых, нету никаких прямых доказательств о том, что он против нас что-то имел, во-вторых, мы сами без полиции не имеем права ничего предпринимать, ну и потом, возможно, наши все предположения ложные, это получается, мы тоже клевету на человека можем навести, поэтому мы ничего не предпринимаем. И хотим спросить у вас, что нам лучше сделать? Сообщить о наших предположениях и подозрениях в полицию на этого человека? Или же лучше этого не делать, пускай полиция сама докапывается по IP-адресам и всяким прочим данным, которые мы им в прошлый раз дали? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как лучше поступить, чтобы самим не оказаться в ситуации, когда мы наклепы на людей производим. Еще пару слов об этом канале, который закрылся, об этой женщине. Очень грустная история, потому что человек работал 6 лет, старался, зарабатывал деньги. На канале было уже 17 тысяч подписчиков, видео там набирали 3, 4, 30, даже некоторые видео набирали больше тысяч. Поэтому я представляю, как она расстроилась. Я просто не об этом, а о том, как хейтеры вообще иногда переходят грань и становятся уже не просто хейтерами, а даже, можно сказать, преступниками. Но если ты делаешь обзор, ты как бы должен и плохую сторону показать, и хорошую, и со всех сторон. Обзор предполагает в себе обзор. А если ты находишь только плохое, причем даже если плохого нету, ты его придумываешь, а в некоторых случаях ты даже специально подтасовываешь. То есть это как было с Виталиком, то есть человек нашел однофамильца, подтасовал туда Виталика и приписал ему 13 криминальных дел. Это уже классифицируется как наклеп, распространение ложной информации. Но плюс обнародуют личные данные, потом в комментариях личные паспортные данные, а потом начинается призыв «давайте им навредим». То есть это уже не обзоры получается, а конкретное преследование людей. Преследование по национальному признаку, я так понимаю, потому что в основном у нее украинские блогеры все плохие. И вот такой вопрос. И либо человек не понимал, что он делает, либо это спланированная как бы шайка, грубо говоря. Один, значит, кибербуллингом занимается, запугивая, как бы говоря, что вот давайте пойдем пожалуемся в джоб-центр, они такие, они мошенники, они там, что попало, говорила. А другой, значит, шлет в этот момент письма и пишет такие комментарии с какими-то личными данными, то, что, допустим, она не может рассказать в YouTube, потому что YouTube заблокирует это видео, такую информацию, это нельзя. Когда полиция это увидела, она просто сразу заинтересовалась. То есть просто так канал не блокирует. То есть раз канал заблокировали, значит, рыльца в пушку. Честно говоря, мне лично не совсем понятно, зачем люди вообще создают каналы с такой тематикой, обзоров якобы. В основном эти каналы ругают тех людей, которых обзирают, так скажем, то есть они их обсирают, если по сути посмотреть, да. Но этот канал мы так за глаза называли «Наклепы и осуждения». Вот очень хорошо очень хорошо подходит, да, по сущности. Я не знаю, на что надеются авторы таких каналов. Дело в том, что распространяя отрицательную информацию, ты как бы создаешь вокруг себя сборище недовольных людей. Это вообще такая очень упадочная ниша, распространяющая какие-то негативные настроения. Читая комментарии на том канале, всегда приходил в ужас просто из одного вопроса. Зачем они это делают просто? Вот
Кому нравится находиться в недовольстве, в негативе все время? Получать постоянно кучу жалоб, потому что на эти каналы обычно жалоб куча. И вообще надеяться на то, что YouTube будет твой канал продвигать, и ты в результате получишь большую аудиторию. Да, Люди в основном хорошие. И они от этого просто, вот знаете, как стоит туалет там, где мухи, вот они просто фу и пошли. Вот один раз могут заглянуть и все. Вот такая ситуация. И как вы уже смогли заметить, мы в данный момент идем по какому-то очень красивому, уютному туристическому немецкому городку. Слева у нас водоем. Этот водоем называется Бодензee, Да. а городок называется Überlingen. Мы первый раз в этом городке. Мы очарованы, как всегда. Ходим вот такие глаза, вообще городок вот такой. Это старинный городок, который в прошлом был имперским вольным городом, которых много здесь на территории Германии, но не все. Отсюда отходят кораблики в разные стороны. Можно в Швейцарию переплыть. Вот мы думаем, не поплыть, либо нам в Швейцарию промотнуться. Не знаем, сейчас еще решим. Можно на остров Майнау сплавать, можно в Констанц отсюда сплавать, в Смотря сколько Мейерсбург. стоит. Да. Давайте просто выйдем, наверное, на набережную сюда и посмотрим на красоту, а потом дальше продолжим про мошенничество, но уже не только относительно нас, а относительно всей Германии, как здесь мошенники работают. Боденское озеро или Бодензee, его называют Швабским морем. И в этом месте оно действительно похоже на море, хотя и противоположный берег виден. Но посмотрите, здесь пальмы, как будто мы находимся в каком-то тропическом климате. Но... В Испании, Виталик, давай представлять, что мы в Испании. Да. И вода здесь чистая, посмотри. Прям на дне что-то видно, похожее на кораллы, но это просто водоросли, обросшие мхом. И камни. Очень приятная курортная атмосфера в этом городке и очень длинная набережная по сравнению с другими городками. А вдоль Боденского побережья Германии на севере озера, на немецкой стороне, мы побывали уже во многих городках, в таких основных, как Линдау, само собой Фридрихсхафен, Мейерсбург. И вот еще здесь, в Уберлингене, мы первый раз. И нам нравится, он ничем не хуже, своя атмосфера. Вот как раз мы вам хотим ее показать. Много цветов, сегодня 5 августа, много людей сидят на набережной в ресторанчиках и в кафе. И очень много причалов и развлечений для людей, которые хотят по озеру попутешествовать. То есть здесь можно сесть на кораблик и проехаться просто вот по озеру покататься. Эта часть озера, кстати, называется Уберлингензee. То есть это как раз северо-западная часть озера, которая вся полностью немецкая, потому что на том берегу тоже Германия. А Швейцария, она находится за этим полуостровом. В хорошую погоду видно вершины Альп. Это уже Швейцария. И еще в Швейцарию можно приплыть, если поплыть в ту сторону по озеру. И там тоже швейцарские земли есть. Для детей здесь есть развлечения, катамаранчики, лодочки всякие. Люди берут на прокат, катаются. Даже есть небольшие пляжики. Мы с Ладой проходили, смотрели. Правда, пляжики каменные. Песка здесь нету, но охладиться можно. А в той стороне, вообще, если дальше пойти, там есть термы. То есть это бассейны с термальной водой, которые постоянно поддерживают температуру 36 градусов, очень комфортную. И зимой, и летом можно купаться, наслаждаясь теплой водой. И там даже есть какой-то интересный сад с кактусами. Вальхаузен – это часть города Констанц, который находится на том берегу. Вот недалеко. И здесь буквально, я смотрю, с небольшим промежутком времени, каждый час это точно, отходят туда кораблики, и можно сплавать туда и назад. Вальхаузен, не знаю, Майнау стоит 44 евро взрослых. Дело в том, что Пойдем посмотрим, да. тут есть еще несколько причалов и спортивная площадка. И на том причале мы с Ладой прочитали, что на остров Майнау вход платный, поэтому, когда вы садитесь на кораблик, вы покупаете сразу билет до Майнау, назад, и вы покупаете вход на сам остров Майнау. Да, поэтому 44. Если без входа, то 18,50. В одну И сторону. 8,50 для ребенка. Для взрослого 18,50.
ja, genau. Dann, В общем, я спросила, на Вальхаузен съездить с одного взрослого 6 евро, а назад 12. Это туда и назад 12 получается. За 3 года в Германии мы с Ладой уже в какой-то степени поняли, как действуют мошенники здесь. И поняли, в чем отличие от Украины. Вообще мы на самом деле наученные жизнью в Украине всегда с опаской относимся к другим людям, к их предложениям и вообще к предложениям на сайтах. То есть мы всегда предполагаем, что нас хотят обмануть. Особенно после штрафов, которые мы заплатили, один 500 евро, один 300 евро. Ну это здесь, да. Но мы еще в Украине тоже так опасались. Но здесь есть свои особенности, и мы не зря здесь напрягались немножко больше. Дело в том, что если в Украине мошенники используют чисто криминальные способы мошенничества, а здесь же полулегальная хитрая схема всегда работает. Ты как бы не можешь сказать, что эти люди совсем мошенники, но в конце выясняется, что они все-таки хотели тебя обмануть. Как это работает здесь? Ко многим из украинцев в Германии домой приходили люди, которые представлялись работниками одного из интернет-провайдеров. Рассказываю на личном опыте, к нам уже трижды приходили такие люди, и 4-й раз мы просто им не открыли. Мы уже поняли, что это такое, а 1-й раз не совсем поняли, хотя я знал об этом и практически был готов, но я не знал всех нюансов, друзья, поэтому сейчас вам расскажу, как они работают. В общем, они приходят и говорят: я из телекома. Приходит молодой парень, такой живчик, говорит на немецком, я говорю: окей, из телекома, у меня интернет от другого провайдера, спасибо, мне ваш интернет не надо. Он говорит: ничего страшного, в ваш дом сейчас провели новый оптоволоконный кабель, а в Германии их проводят дольше, чем в Украине, потому что под землю прокладывают. И говорит: вот сейчас идет подключение, весь ваш дом подключается, и у нас договор с вашим интернет-провайдером тоже И есть. хозяин знает, в общем. Все знают, поэтому тут все обговорено, все нормально. Нам нужно просто зайти сейчас Представляете? к вам домой, посмотреть на ваш роутер, для того, чтобы технические вопросы потом решить с новым подключением. Это все обговорено, нет никаких проблем, вам только там подпись поставить. Я ему говорю: никаких договоров, никаких подписей не будет. Он говорит: тогда ну давай я хотя бы посмотрю на роутер. Ломится в квартиру. Да. Конкретно, пока я каким-то шестым чувством не почувствовала, что-то не так. Он слишком напористо и ломится прямо к этому роутеру. Пришлось его мягко попросить, чуть ли не вытолкать. Да. И впоследствии мы выяснили, зачем им нужен наш роутер. Тут как раз хитрость, которую мы в основном не знаем. Те, кто живут недавно в Германии, они фотографируют там какие-то данные на роутере, а потом эти данные используют как свидетельство того, что мы добровольно дали согласие на новое подключение. В результате Да, в результате через время нам пришел бы контракт, который якобы мы сами согласились с ними заключить на новое подключение от другой компании интернета. И получилось бы у нас так, что этот контракт мы теперь должны оплачивать, а старый контракт на нас тоже висит. 50 евро в месяц. Да. И это не совсем мошенничество, потому что они как бы действуют в пределах рамок законных, они не обманывают, они нам предоставляют услугу, но они нам ее навязывают очень агрессивно. И при этом они все время пугают, что если вы, например, сейчас это не сделаете, не подпишете, то вам придется оплатить огромные суммы в 1000 евро потом, чтобы вам в дом этот интернет подключили, потому что это якобы неизбежно. Весь дом должен подключить. Да. И люди пугаются и подписывают, или же не подписывают, а вот с ними так бывает, что они просто присылают им уже готовый контракт. И если человек не готов к такому, то он просто такой: ну что делать, ну ладно, буду теперь на новом интернете. Ну, знаете, альтернатива судиться. Пойди в суд, отдай кучу денег, и ты заплатишь за суд больше, чем ты за год за контракт Да. с этим. Да, поэтому То есть многие такое, да. люди, есть даже статистика по этим вопросам, 85% попавших в такую ситуацию никуда не идут, соглашаются с этой ситуацией и ничего не разрывают. Хотя у всех есть 14 дней на то, чтобы оспорить этот новый контракт, сказать, что я это не подписывал, я этого не хотел. То есть идите в сад. В общем, имейте в виду. Это нам, да? Да. Вот Не за так что, вот. не за что.
Вот. А только 15%, там 10-15% людей обращаются, разрывают контракт. А сами вот эти вот люди молодые, которые ходят по квартирам и предлагают это, они просто зарабатывают на каждом приведенном провайдеру человеке. Например, от 50 евро. Комиссию. Комиссия у них своя и все. Они заинтересованы только в этом. И к нам приходили трое. И вот первый был парень, которого мы прям пустили в квартиру. Он уже хотел было взять наш роутер. Не дошел, за шкирку его. Да, Лада От вытолкала. роутера. Вторая была девушка. Симпатичная девушка, совсем молодая, но такая наглая. И она, знаете, как я бы сказал, она выходец из Но она не немка. стран Востока, да, ну по-немецки говорит. И я уже знал, что они хотят, и я ей говорю, нам не нужно. Wir brauchen nicht. А она говорит, нет, вы пожалеете, вы будете потом платить, очень много денег платить. Короче, Я говорю, мы знаем это, но Да. мы не нуждаемся. Она так вообще... ну, Нет, так она все равно настолько была настойчива, что мне пришлось позвонить своему арендодателю и дать ей трубку и спросить у него, muss ich oder nicht. И он, короче, с ней поговорил, а потом мне говорит, du musst nicht, ты не должен, короче. И я ей Виталик говорю, очень такой толерантный и нежный, то есть со всеми. С некоторыми людьми это прекрасно, а с некоторыми надо говорить на их языке, они тогда лучше понимают. мы поняли, что они не идут к нашим соседям, к немцам там или к туркам, которые живут. Хотя говорят, мы сейчас со всеми будем разговаривать, да, типа. На самом деле не идут, потому что знают, что эти люди не поведутся. А нас они вычисляют по фамилиям на звонках. И третий раз к нам пришел такой же взрослый мужчина. И опять же, восточной наружности. Я не знаю, какие-то страны, но хорошо говорят на немецком. То есть они здесь уже либо давно, либо вообще родились здесь. И этот парень начал мне опять же ту же песню петь, и я ему говорю, ich weiß, was ist das. И он такой, Бруда, окей. И ушел. Лада, иди, тебе новую шапочку сейчас купим. А то ты ходишь такая без шапочки, а сейчас солнце такое печет. Это как раз твой размерчик. Ты же у нас головастая. Конечно, это моя шапка, я ее нашла. Не бери, она пристегнута, чтобы такие, как ты, не мерили. А то провалишься. А вот еще на меня продается, смотри. Такая шапочка. Слушай, они же не поленились, пошили такие шапки. Это на каких-то гигантов, да? Откуда ты знаешь, может, такие люди появились уже? Точно. Шапки есть, значит, люди есть. В этом городе опасно жить, если такие люди есть. И еще один метод развода доверчивых граждан – этот развод уже в интернете в основном, потому что предполагает подписку через сайт. Многие люди жалуются на то, что они случайно подписались на какую-нибудь газету или журнал, ну в основном на журналы или книги даже, на рассылку. И они не поняли, как это произошло. Впоследствии выяснилось, что им уже прислали как бы годовую подписку на какую-то сумму, там, например, на 15 или 20 или 30 евро ежемесячно, и они будут получать этот журнал или эту книгу или еще там какую-то подборку. Как это вышло, они сами не понимают, а потом разбираются, что однажды на сайте, на каком-то сайте, например, для детей искали какие-то книжки красивые для того, чтобы ребенок мог изучать немецкий язык как-то вот по книжечкам иллюстрированным. И увидели, что там написано, что один экземпляр этой книжечки можно приобрести, то есть получить бесплатно, абсолютно бесплатно. Большая кнопка на сайте красивая. Все, вы нажимаете «Получить бесплатно», а внизу есть мелкий шрифт, там на немецком написано, что нажимая кнопку «Получить бесплатно», вы с момента нажатия на кнопку заключаете контракт с этой фирмой на годовую поставку вам этих журналов. И вы этого не знаете, вы просто хотите получить бесплатный экземпляр, ждете его, а он, как назло, приходит только через 14 дней. Как назло. И с ним вместе уже или сразу за ним приходит вам письмо с контрактом о том, что вы теперь вот обязаны платить ежемесячно. Сообщите, пожалуйста, ваше конто, чтобы мы списывали там, или просто будете оплачивать ежемесячно такую-то сумму. А вы такие, нафига мне какая-то сумма ежемесячная? Я же, ну, типа, не хочу, я хотел просто журнал один получить бесплатно. С этого момента вы начинаете бороться с системой. Вы начинаете писать им сначала, что я не хочу, я никаких контрактов с вами не заключал. Они вам присылают, типа, нет, вы заключили. Вот тут было ясно,
черным по белому или там белым по черному написано, что с момента нажатия на кнопку после 14 дней вы с нами заключаете контракт. Вы пытаетесь расторгнуть этот контракт, но 14 дней уже прошло, и вы его не можете расторгнуть. Тогда вы пытаетесь с ними судиться. И получается, что юридически у вас нет никаких прав отказаться от этого платежа, только платить. Или же идти в суд. Но суд бывает настолько дорог, и выиграете вы его или нет, это еще под вопросом. Поэтому люди просто тупо платят. Если же люди не платят, тогда включается другая схема. Ваше дело передают в инкассо, и инкассо начинает с вас требовать эти деньги, плюс еще комиссия от инкассо. А если вы не платите и инкассо, то тогда вы портите себе кредитную историю. Или же на вас еще могут подать в суд. Короче, все зависит от суммы. Если сумма не слишком большая, на вас в суд не подадут, но могут. А если они выиграют суд, то вы возмещаете то, что с вас хотели за журнал, инкассо, сумму, их комиссию возмещаете. И еще судебные расходы тоже вы возмещаете. Поэтому, короче, разве это не мошенничество? Это же обман. Было написано, что бесплатно 1 экземпляр. А вышло, что платно целый год, и еще и как платно. Сейчас мы находимся в старинной части города, в городской крепости, с вот такой большой величественной круглой башней по центру. Она находится на возвышении. Отсюда вообще открывается прекрасный вид на Боденское озеро. Уютное, красивое место. И сейчас это воспринимается просто как какая-то старина. Вот руины, красиво все. Но на самом деле это же оборонительные укрепления, и которые реально служили для того, чтобы город было труднее захватить. Посмотрите, какая башня. Здесь у нее ров внизу, как нужно перед городской стеной. И оттуда наступали шведы в 1503 году. Хотели захватить Уберлинген. А эта башня оказалась такой себе прогрессивной на тот момент, потому что на тот момент уже появилась артиллерия ядерная. Ну, ядрами стреляли. Не ядерная, а ядреная, короче. Квадратные башни легко разрушались, когда ядра попадали в прямые стены. А вот когда ядра попадали в круглые стены, то они рикошетили и отскакивали. И эта башня выдержала натиск, и шведы не смогли взять Уберлинген в 1503 году. И вообще, во время 30-летней войны, представьте, 30 лет войны. Сейчас война идет уже 5-й год, да? Обещают еще 9. Я не знаю, сколько она еще пройдет, но нам уже вот этого достаточно, просто с головой достаточно этих лет войны. А здесь 30 лет война шла. Может быть, конечно, она была какая-то другая, хотя все войны, наверное, ужасны. Но я к тому, что эта башня показала свою эффективность в те времена. Вот. И слава богу, что сейчас она стоит просто как украшение города. Если вы зайдете к этой башне, то обнаружите здесь вот такенный красивенный вид на весь город и на Боденское озеро. И сейчас еще хочу вам рассказать про один метод узаконенного обмана в Германии. Многие украинцы тоже с ним сталкивались, потому что это происходит по следующей схеме. Почему люди боятся почтовых ящиков в Германии? Это один из тех примеров. Сидишь себе дома, думаешь, ну ладно, сейчас загляну в почтовый ящик, хотя мне никто не должен писать, потому что я уже не стою на джоб-центре, работаю, все нормально. И тут письмо, и там сообщают тебе о твоей задолженности, инкассо, ну небольшую там сумму, 100 евро, может 60 евро даже. Ты думаешь, откуда у меня задолженность какому-нибудь магазину, например, Росман или ДМ, или какой-нибудь заправке. Я же везде платил, я никого не обманывал. А что происходит? Дело в том, что в Германии есть 2 вида банковских платежей. Когда ты рассчитываешься на кассе, то это может произойти моментально. С твоего счета списывается моментально сумма, когда при оплате происходит соединение с банком, и банк операцию проводит сразу же. И второй способ – это когда отложенный платеж. Когда с банком магазин не связывается, а как бы оставляет это на потом. Но при этом чек тебе выдают.
Почему они делают этот платеж на потом? Такого нету в Украине вообще. Ну, мы об этом даже не слышали. Почему-то в Украине всегда все срабатывает моментально. Если ты оплачиваешь картой, бац, у тебя сразу... Либо не оплачиваешь, тоже Да. ты сразу понимаешь. Да, если у тебя нету денег на счету, то оплата не проходит. Если проходит, то у тебя со счета сняты деньги, тебе об этом оповещение, и у продавца тоже оповещение, все довольны, все счастливы, разошлись, сделка сделана. Да? Здесь же может быть такая ситуация, которая выгодна самим магазинам. Что они делают? Они устанавливают эту отложенную оплату, потому что она им выгодна. Она стоит для них дешевле. Им тогда меньше комиссии нужно платить банку. То есть, когда они соединяются с банком сразу же, то больше комиссия. Для того, чтобы сэкономить, эти магазины, не бедные или бедные, не знаю, как они, почему они так делают, они устанавливают вот эту фишку. И при оплате ты подносишь свою карту, срабатывает все так же само, как при оплате мгновенно, но на самом деле с твоего счета ничего не списывается. Просто происходит запись где-то там, что в течение нескольких рабочих дней эта сумма должна быть списана. И если вдруг у тебя не окажется на счету денег, то эта сумма не будет списана. Или, например, даже если произошел просто сбой банковский, сумма не списывается, ты об этом не знаешь. Магазин не знает, как тебе об этом сообщить, потому что у них есть только твои банковские реквизиты, получается. Они делают запрос в банк для того, чтобы узнать, кто ты, и чтобы сбить с тебя эти деньги, поскольку оплата не прошла. Этот запрос стоит денег, тоже на человека где-то около 15 евро. И потом они, чтобы самим не заморачиваться, не бегать за клиентом, они передают это дело, опять же, в инкассо, специальная организация, которая выбивает деньги из должников. В результате получается, что когда они узнают твое имя, отчество и адрес, куда можно прислать письмо, то по этому адресу уже приходит письмо не от них, а от инкасса. И причем они туда включают еще свои комиссионные за расходы на то, что Ты они такой, тебе... потратил 10 евро, заплатил 100, да? Бывает и такое, да, Вообще какой-то кстати. ужас. Вообще виноват тот, кто не предупредил. То есть если Да. у тебя отложенный счет, ты должен 10 раз сказать клиенту, что это не оплачено, чтобы человек не попал в такую ситуацию. Я считаю, что это их вина. Ну, вот это Конечно, именно того человека. это вообще, я считаю, что это просто мошенничество узаконенное. Я однажды тоже на заправке подписывал какой-то чек. Иногда они при отложенном платеже просят подписать чек для того, чтобы типа потом сослаться на то, что вас предупредили якобы. Да? То есть они берут подписи. Но не всегда. Однажды я подписал, меня попросили, типа, Unterschreiben bitte. Я подписал, но поскольку я плохо говорил по-немецки, я не спросил, зачем это. Мне было сложно спросить. И вот теперь я узнал, это был отложенный платеж. Благо, что у меня на счету были деньги, и они потом были сняты, все нормально. А кто следит за теми деньгами? Тебе дали чек, тебе налили бензин, да, или товар дали, все, Бензин ты уехал. хорошая сумма, думаю, там бы хороший счет. Да, со мной это прошло, но с людьми происходит вот так, как я описал. Если бы у меня там что-то не сработало, а какого вы мне сразу не сказали, да? Мало того, что хорошо, Мне что нравится Германия, едь в Украину. Тоже справедливо, да. Мы не говорим, что не нравится Германия. Нам вообще очень нравится Германия, очень красивая. Комаров нету, О, мух мало, о, чисто везде. Вот, приветливые, улыбчивые. только мошенников куча, а так все хорошо. В основном прекрасная маркиза. Но Всё. если брать плотность мошенников на 1 квадратный метр, то в Украине намного больше. Просто здесь есть свои особенности, и мошенники прячутся вот именно за такими легальными схемами. Друзья, мотайте на ус и запоминайте, где тут какие мошенники. Мы будем изучать мошенников, чтобы не попасть и вам рассказывать. Мы сами здесь, в Германии, попали однажды на такое узаконенное мошенничество, потому что хитрость здесь на каждом шагу. Мы покупали билеты, авиабилеты, через сайт-посредник, не прямо о авиакомпании, а там хитрая схема с этими кнопками. У нас же в Украине мы как привыкли? Я думал, что так вообще во всем мире. Услуга не считается действительной, если не прошла оплата. И я был уверен, что если я не оплатил авиабилеты, то я и не должен возвращать какую-то сумму за отказ от этих авиабилетов. Получилось так, что с первого раза я не оплатил авиабилеты, был сбой, но я решил, что ну ладно, сбой и бог с ним, откажусь от этих билетов, куплю билеты на другом сайте. Нашел на другом сайте и купил. Оказывается, какая большая разница между Украиной и Германией именно в том, что не факт оплаты подтверждает вступление в силу договора, а
галочка или нажатие на кнопку на сайте. То есть я просто даю согласие, все, я должен оплатить, я уже должен им деньги. И мы попали так на 320 евро или на 330, я уже сейчас не помню. Мы тоже снимали об этом видео. Есть подробная информация о том, как мы пытались избежать этого платежа впоследствии. Мы даже обратились в бюро по защите потребителей в Штутгарте, отослали им письмо, заплатили 50 евро для того, чтобы они рассмотрели наше дело, всю нашу переписку, скрины с сайта, все я им прислал. И защита потребителей, так называемая, сказала, что я не прав. Я нажал кнопку, я потом отказался от этих билетов, то есть я им должен по их правилам вернуть 75% от забронированного билета, от стоимости забронированного билета. В результате я подумал, ну, если даже защита прав потребителя говорит, что я не прав, то не буду я выделываться и заплачу. И знаете, почему заплачу? Потому что, когда ты не платишь и на тебя подают в суд, этот сайт мог на меня подать в суд за то, что я им не уплатил, и тогда на мне появилась бы плохая репутация в моей кредитной истории. Есть в Германии такое понятие, как шуфа. И если у тебя плохая кредитная история, то она может повлиять не только на выдачу кредита в будущем, не только на, например, получение рассрочки, как мы с Ладой брали недавно рассрочку, на наши платежи по долгу джоб-центру, а еще и на гражданство тоже. Представьте, ты получил какую-то мелкую шуфу, то есть не заплатил какому-то сайту, который обманывает априори, и все, и у тебя уже как бы пятно на репутации, и ты можешь лишиться даже гражданства, если у тебя все остальное будет нормально. И именно на это в Германии сделан расчет. Именно потому они устраивают такие правила, которые люди могут по непониманию нарушить, и люди платят им деньги, потому что боятся получить отрицательную шуфу. В Украине тоже есть такие случаи, обманывают там, и даже коммунальные службы присылают тебе платежи там сверх меры, вообще от фонаря цифры пишут. Но в Украине ты просто кладешь на это, извиняюсь, или идешь к ним и кулаком по столу и говоришь, что за фигня, ну покажите, откуда вы взяли эту цифру. Вот, в Германии так нельзя сделать, все решается через суд, а суд это дорого. Пишите, друзья, что вы об этом думаете, рассказывайте свои истории, которые с вами произошли, потому что историй разных много, мы обо всех не знаем, а на самом деле способов обдурить простой народ, можно сказать, миллион, и они всегда, все время изобретаются по новой. Здравствуйте. Я ваши видео просматриваю, смотрю вас. Вы в Болгарии были, в Греции были. Да. Короче, вы тоже путешествуете. Не Да. ожидала вас тут увидеть. Как вас зовут? Оксана. Оксана, вы в Германии живете здесь, да? Да, мы... Вот сюда приехали просто к озеру или прямо в Берлингене? Нет, мы в Мосбахе живем. Ну, вы как беженец, да, вы вообще из Да, Украины, да. да, тоже как и мы. Да, как и А вы. откуда вы? С Крыма. О, ничего себе. Да. Да, в Крыму сейчас очень печальная ситуация, поэтому я рад, что вы здесь. Да, очень хорошо, что Да. вообще. Да. Как вам живется в Германии? Обустроились уже? Да, обустроились, замечательно нам живет. Все нравится, да? Да. Я работаю в одной школе уборщицей, убираю. Ну, дети аусбильдинг делают, учатся и работают. Хорошо обустроились, нормально. Нравится. Климат похож как в Крыму. Ну да, Море. да, вы тут Вот это нам так всё рядышком. Да. напомнило. Вот нам вообще так все Круто. напомнило. Ялту, Евпаторию. Обалденно, мы сюда с удовольствием тоже приезжаем всегда, вот когда хочется чего-то такого морского, а взять негде, приезжаем всегда на ВДНЗ. Посмотрите, очень Обычно он лежит на коврике. Я вас увидела, думаю, они, точно, еще с камерами. Я вот сразу увидела, идет с палкой, снимает. Я думаю, точно они. Побегу, хоть поздоровайся. Спасибо вам Очень огромное, приятно что своих смотрите. увидеть вообще. Спасибо вам, Оксана, что смотрите нас. Вам всего И хорошего. вам хорошего отдыха. Сейчас встретили наших зрителей, и они сказали, что отдыхают здесь, приехали не на один день, а с ночевкой. И нашли здесь отель. Комната стоит 45 евро. Это для Германии очень низкая цена. Где-то здесь рядом, практически возле озера. Мы сами задумались, не заночевать ли нам здесь, не остаться ли на ночь в таком прекрасном месте. Но у нас еще впереди есть там красивые места, мы пройдем, погуляем. Мы еще решаем,
поплыть нам на кораблике куда-то, может быть, к Мейерсбургу, либо же... Либо же уже 5 часов и пора домой, потому что нам еще 3 часа ехать. Такая жара, что без пива, ну, никак нельзя обойтись. Вот. Здесь какое-то мероприятие спортивное проводится, музыка играет. Еле Лада доползла до этого столика, потому что уже все. Если я сейчас чего-то не выпью, я просто упаду. Смотрите, какой кайф. Это смузи. Здесь банан, ананас. Сейчас скажу. Вот такое. Ананас, банан, шпинат и манго. Но оно холодненькое. Оно холодненькое и такое, ну, как мясистое, как фрукт. Фруктовое, вязкий такой напиток охлаждающий. Это просто кайф. Разве может сравниться с пивом? Нет, с пивом ничего не сравнится. Пиво это ужас, друзья, никогда не покупайте пиво. Никогда не покупайте, не пейте пиво уже. Это просто ужасный напиток. Никому не советую. Не берите с меня пример. Все-таки мы решили прокатиться на кораблике в сторону города, который называется Мейерсбург. Это по пути нам домой. Мы сядем на этой платформе на какой-то корабль, покажем вам потом на какой, и поплывем вдоль берега. Здесь будет очень красивый вид. Сейчас солнце светит прямо на побережье. 13 евро один билет. Да, конечно, билеты стоят недешево. Мы думали 6, а нас обманули. 6 это на ту сторону переплыть просто 6. А вот в Мейерсбург это длиннее путь. Мы заплатили 26 евро и сейчас ждем нашего корабля. Сегодняшний день не такой, как все, как вдох и выдох, был и ушел насовсем.